От пациентки острая боль третий день после резкого движения. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 47 лет, дата исследования 11 января 2023 года, область исследования, поясничный отдел позвоночника, поясничный лордоз сглажен, дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Выявляются МР-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности МР-сигнала от межпозвонковых дисков в сегментах L1-S1 на T2 и вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков, со снижением их высоты. Соотношения в дугоотросчатых суставах правильные, суставные фасетки позвонков расширены за счет краевых остеофитов. МР-сигнал от тел позвонков диффузно-неоднородный за счет очагов жировой дегенерации. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе сзади, TH12L1 не смещен сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L1, L2 не смещен сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. L2, L3 не смещен сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L3, L4 не смещен сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L4, L5 дорсальная циркулярная грыжа 4 мм, с левосторонним фораминальным компонентом 5 мм с признаками компрессии нервных корешков, с обеих сторон в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков, вызывая деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. L5-S1 дорсальная диффузная протрузия 3 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 12 мм. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. В теле L5 гемангиома размером 10 на 13 на 17 мм, в теле TH12 гемангиома диаметром 8 мм, в L1 – 7,5 мм. Заключение. МР картина дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, межпозвонковой грыжи, L4, L5 протрузии межпозвонкового диска, L5S1, гемангиом TH12, L1, L5. Рекомендована консультация невролога. 11 января 2023 года доцент кафедры М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Между 4 и 5 поясничными позвонками у вас есть грыжа межпозвонкового диска, которая сдавливает нервные корешки и дает боли. С этим нужно обратиться к неврологу. Как правило, грыжи такого размера не оперируют. Протрузия диска в нижнем сегменте также вызывает нарушение тока ликвора и может давать чувство неудобства в спине. Гемангиомы значения не имеют, случайная находка, не более того. Вопрос пациентки. У меня острая боль третий день после неудачного скачка. Можно я покажу вам исследование 2006 года? Там есть грыжа L4, L5. Сейчас мне расшифровали в другом месте, что L5 с 1,4,2. И теперь мне непонятно, это рецидив старой грыжи L4, L5 или новые ниже. Я на уколах и лечении. Боль не прекращающаяся. Ответ к М.Н. Котова М.А. Сейчас в сегменте L5S1 грыжевое выпячивание, меньше по размеру до 3 мм, которое сдавливает нервные корешки. На мой взгляд, это протрузия. Полноценная грыжа в L4, L5. На мой взгляд, картина как в 2006 году. Грыжа в L4, L5, протрузия в L5S1 без существенной динамики. Вопрос пациентки. Грыжа 17 лет. Она вообще не беспокоила, это что-то случилось внезапно. Понятно, грыжа L4, L5 2006 года уже уменьшилась в размерах по симптоматике. Есть МРТ тоже от какого-то года, но не могу найти, там ее L4. L5 уже описывали как протрузию около 3,5.
3,8 м, так на моей памяти. А сейчас вы пишет опять 5 мм. Значит, я так понимаю, это рецидив. Или в этом диске еще, что в принципе странно. Прикреплю еще исследование того же года, 2006, но на 10 дней позже. Это после лечения тогда грыжи. Просто специалисты разные и описывали по-разному. Я, конечно же, пойду к неврологу, но хотелось бы понять, где именно новая проблема. Я занимаюсь бегом, любитель, но много. Выздоровление важно для меня. Ответ к МН. Котова МА. Для грыж характерно такое течение, длительное с периодами обострений после травм, неловких движений. После этого размер часто увеличивается за счет отека грыжевого выпячивания. После лечения отек спадает и размер грыжи уменьшается.